Когда дети приезжают в другую страну, зачастую они не имеют права голоса, они не имеют права выбора. Они приезжают сюда, потому что приехали родители. Иногда эта ситуация для ребенка очень сложная, но все зависит от возраста, в котором ребенок переехал в другую страну. Если ребенок еще младшего возраста, то адаптация и изучение языка происходит очень-очень быстро, намного легче. Если ребенок переехал в среднем школьном возрасте, это уже посложнее. Но если ребенок переехал сюда подростком, это самый сложный период для эмиграции в другую страну. Я хочу сказать, что у каждого детского возраста существуют свои особенности. У каждого возраста есть человек, который очень значимый для ребенка. Например, в младшем школьном возрасте и в дошкольном возрасте, естественно, ведущая деятельность для ребенка – это игра. Ему надо играть, ему надо изучать мир через игру. Значимый взрослый в детском возрасте, в дошкольном или особенно в школьном возрасте, сначала, конечно, это мама или мама с папой, родители, бабушка с дедушкой. А когда идет ребенок в школу, для него самый значимый взрослый – это учитель. Это надо учитывать. И родителям надо чаще общаться с учителем, хотя, может быть, это сложно. Учительско-родительские конференции в американской школе бывают не так часто, но любой родитель может обратиться к учителю, задать вопрос, поговорить, посоветоваться, и даже в какой-то степени можно через учителя ребенку помочь. А подростковый возраст, он сложен сам по себе, очень сложен сам по себе, но у ребенка в подростковом возрасте ведущая деятельность – это общение со сверстниками. Значимый взрослый, это, наверное, сверстник, который немного старше подростка. Поэтому, когда ребенок приезжает сюда в подростковом или предподростковом возрасте, он теряет своих сверстников, он теряет социальную среду, он очень сильно переживает из-за этого. Я это знаю не понаслышке. Я привезла сюда ребенка, который был в подростковом возрасте. Было очень сложно завести новых друзей, начать общаться. Не знаешь, как общаться. И дружеские отношения отличаются в той стране, из которой мы, допустим, приехали, и здесь дружба не очень глубоко происходит. И для ребенка это шок просто. В подростковом возрасте это просто очень-очень сложный процесс иммиграции.